Сегодня мы идем по Муладхаре. Ее основные стремления – это материальные ценности тела. Муладхара за физическое тело отвечает. И материальный мир, материальные ценности. И действия как основной способ достижения всех благ, которые необходимы человеку. Да, соответственно, проблемы будут лежать в этой сфере. Первый блок вопросов по стремлениям, да, по материальным ценностям. То есть теоретически да, но на самом деле человек произносит правильные слова для того, чтобы реализовывать те или иные свои интересы или там, желания. Программа номер 1. Правильный ответ. Для чего нужны материальные ценности? Это главное, это твоя душа. По отношению к материальным ценностям основные отклонения, то есть на поверхности человек говорит правильные слова, но его убеждения, желания и так далее, что у него там происходит внутри. Первое – это переоценка, сверхценность. Главное – смартфон, машина или еще что-нибудь. Он ради этого живет. Или вообще отказ от материальных ценностей не потому, что он такой высокодуховный. В большинстве случаев потому, что ему страшно управлять большими ресурсами, лень изучать, как все это делается. Ему лень напрягаться. Поэтому, изображая себя что-то, он просто не хочет решать эти задачи. Да, а правильный подход, твои финансовые показатели, твои возможности в этом мире должны постоянно расти. Это и есть развитие. Один из показателей. Разумеется, не единственный. Но один из значимых показателей, а растут ли твои возможности в этом мире? Растет ли твой статус? Покажи. Следующая программа не совсем корректна с точки зрения грамматики русского языка, но по сути. Страх, лень материального сжигают дотла. Почему человек не идет к необходимым показателям? Ему или страшно, или просто не хочется эту задачу решать, и дальше он думает, как оправдать минимальный бюджет и нерешение финансовых задач. Он просто ищет оправдание, ничего другого там нет. Или страшно, или облом, ну или глупость не помогает. Следующая программа позитивная, материальная. Ну, что это такое? Это показатель вашего статуса. Да, там машина, внешний вид, еще что-либо, в том числе. Да? Это ваш статус. Это условия для жизни и для развития. Для кого сверхцель? Самое главное, то человек отсекается от духовного, от энергии, от Бога, от законов, от всего. Он молится на золотого тельца. Он раб мамоны, раб вещей. Вообще раб. Да, если другая сторона медали совершенно неправильно. Я духовный, поэтому бедный. Нет, это самообман абсолютно полный. Ты духовный, пожалуйста, покажи классный результат. Да? Ты духовный, примени знания, поставь цель и достигни эту цель. По действиям. Первая программа – это лень, то есть человек теоретически говорит, да, это правильно, активность, но… И дальше тысяча причин, почему спортом заниматься не нужно, и почему там… Не нужно совершать действий, ведущих к тем или иным результатам. Желательно понять, одна из основных задач несветлых сил какая? Лишить человека, да, светлых, людей, там, власти, ресурсов, материальных ценностей. Зачем, чтобы они были сильными? Они должны быть не влияющими ни на что. Человек, отказывающийся, да, вот, управления ресурсами, он не влияет ни на что, почти ни на что не влияет. Для того, чтобы его лишить этой возможности, что нужно? Его нужно сделать слабым. Что нужно, чтобы человека сделать слабым? Лишить веры и заблокировать действия. Слабак – это бездействующий, ни во что не верящий, поэтому цели не ставящий. Вот задача, чтобы человек был такой. Хорошо. По действиям, ну, два основных направления, да, нарушений. Бездействие, лень или действие ради действия, без цели, вот такое неконтролируемые действия. Что должно быть, то, что вы, собственно, хорошо знаете. Время – это основная ценность, куда я его использую. Да? Целевые установки. Какой цели я иду сейчас? Отдых, да, восстановление сил, наслаждение – это тоже цель. Но все должно давать ту пользу, которую вы хотите получить. Да, не просто так вот хочется, не хочется. Большинство же людей живет без цели вообще. И потом разочаровываются, куда жизнь делась. К какой цели ты идешь? Вот здесь, сейчас, для чего ты что-то делаешь? Дальше мы с вами по принципам, которые соответствуют лепесткам, собственно, по нарушениям. Первый из них, да, это неприсвоение чужого, основное нарушение – это жить за чужой счет. Вот да, я хочу быть правильным, но часть людей, вот они мечтают о том, чтобы кому-то сесть на шею и не работать. Да, вот как одно из проявлений жить за чужой счет. На всякий случай напоминаю, в большинстве случаев это заканчивается плохо. Не только в следующих воплощениях.
Ты поездил, на тебя поездят. Следующая программа, да, в чистом виде, это не подкупность, не принятие даров, противоположно это продажность. Опять же, если человек продажен, ну где-то там на государственной службе может быть, он может войти в какие-то коррупционные взаимоотношения, где-то приклеиться, но если это там, любой частный бизнес, да, где есть какая-то ответственность, таких людей, что пинками в шею гонят. Почему? Ты готов действовать в ущерб, да, там, учредителей, ущерб компании, если тебе что-то предложат. Программа оправдания зла, сжигаю дотла. Ну, то, что оправдание зла, неважно, лжи, там, воровства, предательства или еще чего-либо, это само по себе нарушение духовных законов, это желательно понимать. Ты проголосовал, я голосую за зло, за мерзавцев, за подлецов, за воров, за убийц. Ты за них проголосовал. Нет, ты уже проголосовал за светлые силы, даже больше. Ну а здесь ты проголосовал за подлецов, если ты оправдываешь их действия. И желательно понимать, что все это обращается против человека, ну как, очень просто. Предавший однажды, предаст, сколько там? Не единожды. Программа по реализации предназначения, она как много составляющих имеет, да, и служение в конечном итоге. Одно из основных в данном случае, у каждого человека есть своя судьба. Твое предназначение в этой жизни – это твои кармические задачи. В индуизме, как? В зависимости от того, в какой касте ты родился, ты следуешь законам этой касты. У каждой из них там свои законы, да? Кто-то рабочий, кто-то там торговец, кто-то там воин, правитель, кто-то там жрец, учитель и так далее. Когда человек не стремится понять свою судьбу и реализовать ее, а пытается жить чужой жизнью, это все наказуемо. То есть что такое судьба? Я напоминаю, вы это хорошо знаете. Вы рождаетесь, у вас есть задачи, данные кармой, Богом. Да? Выстроенные покровители, они вам помогают, если вы идете по своей судьбе. Да? Мне не дают жить моей судьбой. На самом деле человек имеет в виду так, как мне хочется, не так, как нужно Богу, а так, как хочется мне, моему подсознанию, моим желаниям, моим там, сущностям. Да? И всегда есть кто виноват. Там, страна, родители, там, еще кто-то. Всегда можно кому-то придраться, переложить ответственность. Такой человек обречен. Он не решает задачу. Вот есть обстоятельства. У каждого не свои. Это уже по слонику, там, непричинение вреда физическому телу. Ну, открыто человек и не причиняет вред, он не в виде варвара с дубиной нападает. Он, если да, мы говорим о внутреннем строении, делает из-под тяжка. Если делает, то из-под тяжка. Стекло насыпать в туфельки. Там еще, неважно, там петарду под стул подложить. Слонику по ножкам, по традициям. Традиции нужно уважать. Неуважение традиций, у слоника ножки подкашиваются, опоры не хватает. Что такое традиция? Люди собираются вместе, в идеале, не для того, чтобы... Часть людей вот таким образом, с неуважением к традициям, да, относятся. Для чего? Для того, чтобы создать что-то хорошее, светлое, там, пожелания, там, комплименты, подарить радость, обменяться информацией, что-то сделать позитивное друг для друга и усилить атмосферу, коллектив, межличностные взаимоотношения. Традиции для этого. Человек, который традиции не уважает, один где-нибудь там на отшибе, он в конечном итоге оказывается. Если он не ценит там, где люди собираются вместе и что-то светлое создают. Ну, желательно понимать, уважение традиций имеет различные как бы формы. Да, это неплохо, ты участвуешь, ты позитивен. Ну, конечно, вершина, когда ты активный участник, от тебя исходит свет, и ты что-то организуешь.